Друзья, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория. Спокойные ароматы, которые я перевезла. Последний раз, когда я вам показывала свой парфюмерный шкаф, я его группировала по ароматам с определенными нотами, с определенным настроением или просто по группам ароматов. Цветочные, восточные, фужерные и так далее. Насколько была эффективна та система? На самом деле я запуталась в своем парфюмерном шкафу, потому что, естественно, у меня не было никаких границ между этими группами ароматов. Естественно, я их не подписывала. И, соответственно, да, можно один и тот же аромат отнести к разным группам. В общем, я запуталась, но в этом был один большой плюс. Я нашла те ароматы, о которых я давно забыла, которыми я давно не пользовалась. И когда я открывала свой парфюмерный шкаф, да, мне приходилось его изучать. Мне бросались в глаза совсем другие ароматы, не те, что раньше. В общем, я сделала это не зря. Но сегодня я хочу все-таки их опять сгруппировать по брендам, потому что по брендам ты никогда не запутаешься, да, ты сразу тебе бросается в глаза, вот тут Шанель стоит, вот тут Диор стоит, ну, те, которые там по одному, по два, да, вот здесь, конечно, здесь их немножечко надо поискать. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, я выкладываю все ролики туда, ну, точнее сюда и туда выкладываю, и мой промокод в рандеву 10 Victory дает 10% скидку на все, на все, на все. Суммируется со всеми акциями и скидками, которые проходят на сайте. И там обязательно надо следить за ценой, потому что она меняется. Кладете в корзину, и потом вам приходит уведомление, что цена снизилась. Это удобно. Еще там появляются новинки. В общем, следите. И от Леванты. От Леванты рандеву – это вот без скромности, это лучшие от Леванты, которые я встречала. Не выпариваются, пережили вот такой переезд уже у меня не один. И с ними все в порядке. Не текут, никуда не денутся, оттуда не портятся. Пу-пу-пу. Чтобы все с ними было и дальше хорошо. Так, если вы когда-то будете перевозить ароматы, но без коробок, без фирменных, то есть один в этом минус, да, их нельзя, естественно, класть слоями. Ну, то есть вот видите, вот тут я открыла, видите, как они лежат. И много-много места свободного. Тут, естественно, наверх второй там ряд, потом третий не положишь на ароматы. Но я их перевозила без коробок, ехать было недалеко, ничего не разлилось и не разбилось, поэтому все в порядке. Единственное, что пришлось вот упаковывать в несколько таких небольших коробок. Вот ароматы, которые я уже чуть-чуть разложила. Поверьте мне, это, наверное, 10 или 20% только. Там вот у меня уже стоят мантальки. Дальше идут ароматы, которые у меня в одном количестве от бренда, поэтому вот они будут все равно вот так вот стоять. Ну, опять же, да, если я знаю, что что-то у меня в одном количестве от бренда, я тоже быстро найду. Вон там уже Шанель, видите? Вон, ждет уже своих. Герлены выстроились, нарцисса ждут. Вот тут Элда ждут своих, и Диорчики тоже ждут. Вот здесь вот опять же, да, по одному бренду. Я их, как видите, не разделяю, там нишевые, люксовые или бюджетные. У меня они просто вот, что они в одном количестве от этого бренда. Единственное, вот у меня там Микалёв, видите, два стоят, притулились. Вот. И вот здесь вот еще часть, вот здесь вот часть ароматов, вот те вот в плотных флаконах, в светонепроницаемых, лучше сказать. Вот видите, вот этот, вон тот, поэтому они тут стоят. И вот эти вот два, да, тут свет может проникать, ничего страшного. А вот этот вот я выставила Boucheron Place Vendôme, потому что я им пользуюсь сегодня-вчера. Это красивейший грейпфрут. Фокусируйся, не хочет фокусироваться. Красивейший грейпфрут, пудра косметическая и чистый белый мускус. Это туалетная вода, потому что есть еще Place Vendôme в парфюмерной. Он сладкий, он совсем другой. Вот, тут, кстати, тоже амуаж, но такой вот набор. Наборы у меня тоже вот здесь лежат, так как они закрыты, с ароматами все в порядке будет. Вот, тут у меня Эрметика. Там стоят два красавца от Art Collection.
Это у меня, кстати, вот этот аромат надо все-таки убрать. Это Джимми Чу. Сюда я выставлю только те флаконы, в которые не проникает свет. Здесь стекло такое полупрозрачное, да, но думаю, может, их тоже надо будет убрать. Герметики у меня всего 2. Все, друзья, сейчас буду расставлять остальное. Нашла свои малышки. Вот такие, видите, у меня Пенхалигонс. Есть миниатюры. Я пользуюсь, смотрите, сколько вот у меня тут осталось от Луна. Очень красивая туалетная вода. Такая цитрусовая, холодная, немножечко тут можжевельник, древесность. Очень красиво стоять будет вот здесь, вот где у меня хранятся все от Леванты и travel версии. Так, у меня тут Луна, Эмпресса, потом The Favorite и Elizabeth Rose. Всем мне нравится, но пользоваться миниатюрами так неудобно, потому что нет пульверизатора. Есть у меня еще один аромат от, господи, Perfume Sax. Пожалуйста, Саша Фролова, будут стоять вместе. Дальше у меня, вот видите, есть Монталь. Тоже убираю вот здесь вот на нижнюю полку, где у меня все Монтали стоят. Дальше. О, это у меня Eccentric Molecula 02. Флакон плотный, поэтому он уходит вот сюда вот наверх. Наверху будет стоять Ариана Parfums de Marly. У меня на самом деле есть еще 3 travel версии Parfums de Marly, но флакон 1 будет стоять здесь. И Шерабом, Гоза, Шерабом у меня тоже один экземпляр от этого бренда. Так, это Космогония Sunlight. Очень красивый флакон. Так, здесь у меня, видите, в этом мешочке прекраснейшем, тоже его выставлю тогда, раз в мешочке, то может стоять, защищен. Это, господи, Сиреневый остров, Сиреневый, по-моему, да, или, в общем, Сиреневый остров. Или Пурпурный остров, что же я говорю, Пурпурный остров. Будет стоять вот здесь вот. Ланком La Vie est Belle. По-моему, у меня вообще один аромат от Ланком. Да, будет тоже стоять. Знаете, очень боюсь что-то ставить на край. Прям правда страшно, что упадет. Ага. Сзади Кавальтер, This is Love, идет к задикам. Здесь вот у меня уже один стоит. Виса, Пиге, идет сюда, наверх, потому что флакон светонепроницаемый. 2 аромата от Синонима. У меня их больше. В какой-то коробке они там, что ли, где-то остались. Так, это новый Жуп. Мне говорили, как правильно Юб правильно произносится. Это вишня. Очень красивая вишня с пудрой. Так, вот, нашелся у меня 3-й. Это от Liberté Orange. Видите, хотя бы по крышечкам можно их опознать. А сверху, ну я-то буду их видеть сверху, то их еще лучше видно. Солеманто, Фонтан Рояль, один единственный. Стоит здесь. Тут 2 Том Фордика у меня. Это Eau de Soleil Blanc и Black Orchid. Вдвоем стоят. О! La Selección by Reda и Лэнг-Линг. Секуши номер 7. Набор. На самом деле там 2 аромата. Потому что один у меня лежит в travel версии. Так. Travel я, наверное, все-таки просто потом разложу. Это до бесконечности. Black Opium и Saint Laurent. По-моему, у меня один Ив Сен-Лоран. Скажите мне. Нет, у меня же еще есть Ив Сен-Лораны. Тогда мы отправляем его вот сюда вот вниз. И потом к нему пойдут еще Ив Сен-Лораны Libre. 2 версии. Так. Элизабет. Франческа Бьянки. Что-то ее Элизабет назвала. Angel's Dust.
Тоже один единственный, поэтому стоит вот здесь вот в тусовке одиночек. Ой, ну это моя Красная Москва. Красная Москва. Тоже поставлю сюда вниз ее. Уже не влезает. А это классный бюджетный аромат Pirouette от Ангел Шлёссер. Ангел Шлёссер, да? Не путаю, нет. Ангел Шлёссер. Осталось там совсем чуть-чуть. Это необычный пион с какао и кожаной замшевой нотой. Да? Даже звучит необычно. Очень необычный аромат. Я его прям раньше намного чаще носила, но так как коллекция разрослась, поэтому рука чаще тянется к чему-нибудь более такому, признаюсь вам честно, дорогому. Поэтому я очень осторожно покупаю бюджетные ароматы. Вот этот вот довольно бюджетный, очень долго думала. Я реально про бюджетный думаю чуть ли не дольше, чем про какую-нибудь нишу. Вот просто потому что знаю, что открываешь шкаф, ну вот вы видите, ну вот как бы и вот, допустим, да, ну вот вы на моем месте, вот куда бы ваша рука потянулась? Если вы не влюблены в какой-то аромат до безумия, как вот Jeroboam, да, представьте, что Jeroboam нет, а это мой сейчас фаворит. Вот ну куда рука потянется? Ну я сильно сомневаюсь, что вот к Pirouette. Хотя аромат, еще раз, прекрасный. Когда у меня было в районе 10 ароматов всего, я им правда частенько пользовалась. У меня были нишевые в основном и вот этот. И он шел. А сейчас просто, ну такое количество. Там такая конкуренция на этой полке. Так, друзья мои, огромнейший пакет с отливантами и тревел-версиями. Я его расставлю одна, потому что это мы будем тут бесконечно. Вон там он все расставлю, вам покажу. Давайте перейдем дальше к флаконам. Я знаю, что вам флаконы намного интереснее. И мы сейчас передвинемся на полку пониже. Покажу вам, как оно все тут ехало. Видите, вот так вот. Сейчас будем расставлять. Красавчик, мой любимчик, просто моя парфюмерная мечта. Мечтала о кокосе, таком древесном, натуральном, как кокосовое масло, чтобы оно было, знаете, вот как ты вышел из душа, и вот прямо еще на тело мокрое вот от этого душа ты нанес на себя кокосовое масло. И вот эти вот все ароматы смешались. А масло кокосовое очень дорогое, Сан-Барт. Прям люкс, лакшери. Знаете, как и по-испански лакшери? Лухо, люксовый лакшери аромат. Просто самый, по мне, так красивый от Zarka парфюм. Ну, еще потому, что вот я именно хотела такой кокос и его нашла. Так, от Zarka парфюм у меня остался отливант только, потому что я когда-то разбила 30-очку. Поэтому он будет все-таки с одиночками тусить. Prada, это инфузион де рис. Самый красивый люксовый ирис. Прохладный, кому-то морковный. Мне красивый, просто красивый ирис. Alien, мой единственный мюглер. Как я от мюглеров воротила нос, ну это просто my love. Я сегодня с вами на всех языках, друзья. Mi amor. В общем, это Alien. Это туалетная вода, да? Мне вообще мюглеры кажутся, не все, но многие кажутся сладкими. А вот этот вот с бергамотом, таким свежим, сочным в начале, это моя любовь. Я еще, знаете, когда от бренда воротила, а вдруг нашла в нем красоту для себя, да? Это именно для меня так. Я, конечно, была счастлива. И еще один такой флакон такого же цвета. Это Eclat Harpège и Atlanvan. И это красивейшие цветы, просто абстрактные, холодные, красивые, женственные. И я еще слышу, как будто бы в базе, знаете, есть такая нота, как будто хлопка, вот именно структура тканей. И вот это придает чистоту всему аромату, как будто на чистую, хлопковую, белую, белоснежную рубашку нанесли цветочный, прозрачный, холодный аромат. Он даже в каком-то смысле, мне кажется, молекулярным. Вот многие рассказывают, что я от себя не слышу,
А люди говорят, как от тебя прекрасно пахнет. Потому что вот он, я тоже его на себе быстро перестаю слышать. Так, вообще это Герленом, но они у меня тут оказались, поэтому тут вам их покажу. 3 моих идейки. Туалетная, парфюмерная и дуэт. Это была лимитка. Я счастлива, что у меня есть старые версии. Все, их сюда к Герленам. Вот. У меня, получается, в основном вообще пчелки, да? Пчелок очень много. Ну и есть вот 3 таких. А еще у меня есть Insolence. Покажу вам в какой-нибудь там коробке он, наверное, находится. Так, ой, ну тут какое-то уже столпотворение получается. Это лучше сюда. Боюсь, что они упадут. Так, что у нас тут? У нас тут, смотрите, что Versace Crystal Noir в туалетной воде. Versace у меня тоже один-единственный аромат. Byredo Pulp уже должен бы закончиться, но я все вот эти вот, не знаю уже что, даже не храню, не знаю, что-то стоят. Так, ну это, я думаю, вы знаете, да? Новая заря. У меня тут кот хочет идти гулять на ночь глядя. Котя, Макс. Ой, так, вот. В общем, ну новая заря. Ну к новой заре. La Belle de Rus и Patchouli d'Or. Золотые пачули. Так, это миниатюра Бакары Руж. У меня от Бакары, вот здесь вот, это вы не видите, я уберу на верхнюю полку, потому что у меня тут стоит Бакара в дымке для волос. Так, а это Black Ananda от Микалев. Тоже к Микалевым и поставлю. Все, друзья, сейчас новую коробку принесу. Показываю вам вот еще одна коробка. Мы везли просто на нашей машине, поэтому все в порядке доехало. Вообще, конечно, если бы кто-то перевозил, там какая-то грузовая машина, так, конечно, нельзя делать. По-любому бы я их в коробках везла. Ой, ну кот, ну так хочет гулять. Ну вы посмотрите на него. Посмотрите, видите это? Макс, ну не могу тебя туда выпустить. Дай мне видео доснять и пойдем погуляем. Там вообще-то у нас сегодня красное предупреждение. У нас тут наводнение опять ожидают. Объявили красное предупреждение, красный уровень тревоги, точнее. Красное предупреждение, красный уровень тревоги. И мы сегодня целый день сидим дома. Так, в общем, Yves Saint Laurent к Yves Saint Laurent. Это у меня Libre версия Le Parfum. Я вот купила себе этот новый Le Parfum. Вот вслепую хотелось новинки. И мне они очень похожи с версией Intense. Ну, очень похожи. Я прям вот отличия нахожу, знаете, вот прям выискиваю их. Мед тут есть, шафран. Ну, похожие. Мой парфюмерный кошмар. Это Blood Concept плюс МА. Куда же его вообще? Я не знаю. Уголок парф кошмара. Ой, это Adults от Kilian. Он у меня стоит вот здесь вот наверху, потому что они из серии непроницаемых для света. Пусть стоит. Ой, это красивый аромат. Music for Wild Фредерик Маль. Я его совершенно не узнала на слепых затестах с мужем. Просто было очень забавно. Я его, знаете, с чем перепутала? С Томом Фордом. Господи, скажите, Fucking Fabulous. Перепутала их, потому что тут тоже есть лаванда и сладость, и там. Так, ну куда? Ну давайте вот сюда поставим. Вот так. Нашла еще один Герлен, опять же в пчелках. И Герленом. Герленом срочно. Так, и потом еще вам, наверное, сниму такую панорамку, потому что у меня получилось. Это у нас Герленом идет. Black Perfecto версия Floral. Вот, наконец-то и шанельки нашлись. Шанель Лё, версия Лё. Красивые. Ну, вы знаете, почти уже не чувствую. Там альдегидов, конечно, по сравнению с пятеркой. Для меня это красивая такая лимонная вода
с лепестками розы, со льдом. Очень красиво. Это Allure. О, кстати, вот в чем прикол. Мне Chanel номер 5 Le, когда вот он прям открывается, доходит до базы, напоминает Allure на минималках. Клянусь вам. Вот прям чувствую Allure, но как будто такой, как такая дымка для тела. Ой, единственный мой и ненаглядный Serge Lutens Un Bois Vanille. Вот его тогда лучше вот сюда поставить, чтобы видно было всех. Gucci. Gucci у меня стоит один аромат от Gucci вот здесь вот. Так, это Gucci Rush, пусть тогда тоже сюда. Вот он все перекрывает собой. Dior. Это J'adore Infinissimi. У меня Диоры вот здесь наверху стоят. Мне Таня Шеремет передавала. Это аромат от Guerlain 2014 года. Bois Torride, если я правильно разобрала. Это красивый древесно-пудровый аромат. Еще один Guerlain. Вот, он самый Insolent в старом флаконе. Dior, Miss Dior 2021 года. Тоже надо к Диорам. Я вот этот сюда надо аромат, потому что тут Диоры должны все вместе стоять. И, наверное, вот Бакару. 2 Бакары я тоже поставлю вот сюда. Пусть они тут лучше стоят, а здесь должны быть одни Диоры. Вот этот тоже хочу сюда поставить, потому что там у меня сейчас нарциссы будут стоять. И вот эти вот я сюда переставлю. Да, так лучше. А вот этот вот тоже один очень красивый аромат от Jimmy Choo или Seed. Цитрусы с медом, и в базе они древесные. Я тут почти не чувствую цветов, не чувствую. Аромат хоть довольно сладкий, но он не очень громкий, вполне носибельный. Пусть вот тут стоит. Это у меня travel версия. Так, а что здесь? А, ну здесь Angel Shea. Angel Shea от Kilian. Так, надо это поставить сюда к travel версиям. Так, и вот у меня, смотрите, раз, два Нарцисса Родригес. И Нарцисса Родригесы идут к Нарцисса Родригесам. И вот здесь вот еще один Нарцисса Родригес. Так, а эти надо отодвинуть, потому что тут на самом деле еще появятся Нарцисса Родригесы. Вот что-то уже идет не туда. Потому что вот Герлены, и вот Герлен. И они уже все не вмещаются. А там, смотрите, видите, Диоры, говорю, Шанельки. А у меня же еще есть Шанельки. Так, ладно. Еще Нарцисса Руж. Угу. И уже мы на грани. Мы на грани, друзья. Что-то надо убрать. Буквально вы видите весь процесс. Так, а эти тогда мы поставим вот так вот, ну, чтобы не перекрыть Versace, мы Versace поставим вот так. А еще у меня есть еще ведь один сзади Вольтер. Так, друзья, все, последняя коробка. Я так надеюсь, что у меня все влезет. Пришлось немножечко переставить все, потому что сейчас я открыла коробку, где много Шанель. И еще очень много у меня Герлен. Я забыла, что у меня такая огромная коллекция Герлен. Я фанат Герлен. Стоит еще раз делать этот вывод. Так, но сначала покажу вам вот еще один сзади Вольтер. Идет вот будет. Так, ну вот продолжаем с Герлен. Надо на самом деле Шанель просто уже в другое место будет ставить, потому что здесь надо доставить Шанель. Ой, Герлен. Да, чтобы они все вместе стояли. А вот еще у меня есть это. А ну тогда мы вот так сделаем. Тогда лучше вот так вот сделать. Монгерлен Интенс. Красивейшая ваниль. Монгерлен в туалетной воде. Тут, кстати, вот здесь в этом аромате меньше чувствуется ваниль. Тут больше добавили цитрусов, но все равно там тоже есть лаванда.
и чуть-чуть ванили. Так, что... Ага, вот еще Герлен. Сейчас уже Герлен тогда доставим. Герлен, Шалимар Суфль. И все. Все, Герлен и все. Вот, еще туда добавим терракоту и все. Этот, кстати, у меня один. Пусть лучше он вот здесь тогда стоит. Так, и давайте придумаем место для Шанель. Шанель будут стоять рядом с гирленами. И вот у меня 2 Шанель аромата. Allure Sensuelle и Шанель номер 5. Так вот, так я Sensuelle поставлю. И ну вот сюда тогда поставлю, пусть уже не так понятно же, но Герлен, Шанель. Что кто не поймет, я пойму. И ну все получается, все. А нет, не все. Не все. Вот еще. Мадемуазель Коко, у меня версия Intense. Так. Тут осталось даже местечко. Получается, местечко есть. А, нет. Вот же еще Абитруш Лед Герлен. Это вообще мужской аромат. Но я его тоже обожаю. Это такая красивая, грубая кожа. Пудра. Цитрусы сверху. Фирменная ваниль. Герленовская. И какая-то зеленая нотка есть. Ну, сразу узнается, кстати, Герлен, конечно же. Очень красивый аромат. Так. Ну, извините, вам надо всем подвинуться. Вот сюда. Должны его за ним видеть остальные ароматы. Поэтому вот сюда. Вообще-то аромат мужа моего. Так что, муж, если смотришь, помни, что он вот здесь стоит. Так. Осталось на самом деле не очень много. А вот у меня 2 Ксерджов. 2 Ксерджов. Раз Ксерджов, 2 Ксерджов. Это серия Касамарати, Кватро Пиццы. Потрясающий красивый кокос. Очень сладкий, друзья. Кому-то даже приторный. Я еще чувствую тут приторный финик. Но не противный. Вообще я не очень люблю финики в парфюмерии. И зеленая нота здесь есть. И орхидея. Ой, орхидея, господи. Тубероза. Кстати, вот, возможно, чуть-чуть напоминает эту туберозу, потому что не земляничная, знаете, как обычно виноградная тубероза, ничего подобного. Вот, возможно, на эту туберозу чем-то похоже немножечко. Но ароматы разные, если что. И лира. Лира тут стоит. И тогда я верну вот этот Ксерджов сюда. More than bots. А вот сюда его верну. Все-таки Ксерджов с Ксерджовым должны вместе быть, да? Так, переходим вниз. У меня вот есть еще один аромат от Yves Saint Laurent. И надо его обязательно поставить к Yves Saint Laurent. Ну, вон, все стоят. Так, друзья, нам все равно придется опять прыгнуть. Я же забыла поставить сюда нарцисса. Ой... Вот видите, самые мои любимые люксовые бренды, как вы понимаете, это Нарцисса Родригесы. Они супер современные. Это вот про мускус. Я его там не слышу, кстати, но я мускус тут воспринимаю как такой элемент, который дает аромату такую летящесть. Он коконом окутывает, да, цветочным, если это цветочный аромат, или вот чистотой вот в этом Pure Musk. Тут вот пион роза, немножечко чайные, с пудрой, очень свежий, с бергамотом, это Fleur Musk. Но это вот для меня прям современные ароматы. Ну, опять же, да, я вот не чувствую тут какой-то такой мускус свербящий. Я нет, но люди чувствуют, поэтому должны все знать, что это есть. Так, в общем, к тому, что это один из моих любимейших люксовых ароматов, брендов. И это Faux Forever, это к 20-летию версии Faux. Вот она у меня, вот.
Они на самом деле не отличаются. Вот они вот он постоял, я его купила прям только как он вышел, а все-таки надо аромату дать постоять не только с дороги, а еще вот после выхода. И я вот чувствую разницу. С одной стороны, узнается Фохио, узнается. И мускус тут узнается, Нарцисса Родригес. Ну, опять же говорю, да, я его слышу именно как структуру аромата. Но он немножко другой. Вот. Мой любимый, современный. Тут, конечно, это классика. А вот где у меня Шанельки, мне кажется, это еще большая классика. Прям классика классическая. Поэтому мои любимые люксовые бренды. Диорчиков у меня, как видите, вообще немного. Абсолютно. Я вам показывала мою малышку Диор. Вот она. И вот она, моя маленькая Диор, Мисс Диор Шери. Представляете? Та самая Мисс Диор Шери. Покупала у какой-то девушки, нашла здесь на сайте. Она продает именно вот такие миниатюры винтажные. И вот я заказала. Я очень боялась, что он будет парить, потому что здесь такая, видите, с притиркой крышечка. Но нет. Тьфу-тьфу-тьфу. Я, естественно, да, это больше вот открыть и вспомнить, а не то, чтобы его носить прям как не в себя. Так, императрица. Ой, моя любимая императрица. Я люблю все-таки этот аромат именно весной. Вот для меня это прям весенний аромат. Так, перекрыла всех синонимов. Это нехорошо. Надо как-то придумать. Вот они, кстати, даже ведь в какой-то стилистике такой волной. А вот, видите, и так все видно хорошо. И у меня еще есть версия лимитированная. Знаете, я наконец-то почувствовала, чем они отличаются. В шлейфе, в первую очередь. Вот в начале, в старте я не чувствую большой разницы. Те же спелые фрукты. А в шлейфе этот как будто становится limited edition больше таким конфетным. Я чувствую более сладкий шлейф у него. И то я это почувствовала именно в прохладное время. Вот на прохладу, да, я бы порекомендовала, если вы любите императрицу, на прохладу возьмите лимитированную версию. Она послаще и звучит лучше всего именно, когда есть холодный, прохладный воздух. Так, давайте дальше. Ой, это что у нас? Это Джульет Хасеган. Она же у меня еще был Ноте Парфам, но он закончился, представляете? У меня получается всего 2 Джульетты. Я люблю этот бренд, кстати. У них есть классные ароматы. Вот этот, например, Sunny Side Up, Gentlewoman. И Ноте Парфам мне нравился. Я чувствую, это вот аромат, который дал мне познать Амброксан во всей красе. Джорджо Армани Си, единственный Армани у меня. Это тот же Blood Concept, но это не мой парфюмерный кошмар, но стоять он будет все равно там. Роберто Кавалли. Не ношу. Это красивый, господи, апельсиновый цвет, как будто прям с сахаром. Очень красиво. Но не ношу вот именно по причине, как я говорила. Ну, рука все время, ну смотрите, вы понимаете, да? Вот так вот поставьте, ну что я сделаю? Ну, тянется рука вот. Ну, вот рядом, вот. Ну, вот просто конкуренция, понимаете? Просто конкуренция. А аромат красивый. Было бы у меня всего 10, даже вот уберем все, да, останется 10. Я бы обязательно им пользовалась для разнообразия, потому что красивый флёр де оранж. Ой, ну и вот, филосикос. Поставим тут. Это же как-то вот так вот надо. Хочется, чтобы все было видно. Вот когда не видно, ну, сами понимаете, да? Было бы идеально, и думала о такой, у многих блогеров, у парфюмерных есть такие полки, и там ароматы прям по одному стоят, да, и полки открытые. Но у меня коты, я даже боюсь, что они когда-нибудь на эту полку заберутся. Они могут, поэтому мне только закрытые варианты подходят. Ну, когда-нибудь, может быть, это прям на заказ я сделаю такой. Это к Диорам пойдет. Это у меня мисс для волос. Жадор классический. Мне нравится. Так, ну все, я сейчас расставлю эти уже не будем колбочки с вами. Вот так вот получилось.
Они, конечно, со временем, знаете, начинают даже немножечко, конечно, перетасовываться, так как им в итоге удобнее стоять. Ну, вот сейчас вот я тоже как-то их все сгрудила, да, скажите. Вот. Ну, плюс-минус. Плюс-минус. Пусть он вот так вот хоть стоит, да? Вот. Вот. Дружно в ряд стоят мантали. Я бы все равно вот сюда бы их хоть поставила, чтобы они прям вообще очень дружно стояли. Вот так вот. Вот пока так. Сейчас расставлю отливанты. Подозреваю, что они все не влезут вот эти вот в эти вот соты. Угу. Не влезут 100%. Надо будет что-то потом еще придумывать. Ну, это невероятно, но у меня все отливанты поместились практически. Вот только вот эти вот, кстати, я не люблю вот такие отливанты, потому что вот они парят. Вот они парят, откручивающийся у них пульверизатор, они парят, несмотря на то, что они еще находятся вот в таком футляре, все равно, да. Но эти я, кстати, ни один не покупала, это мне люди добрые, точнее, Ульяшка моя, у нее я их набрала, как сказать, отпила. В общем, как хотите, называйте. Вот. И хотела вам еще показать, посмотрите, вот это travel версии фирменные HFC, они парят, потому что тоже откручиваются. Если вы хотите взять какую-то travel версию у HFC, то имейте в виду, что такое есть. Если берете, то надо прям именно использовать, да, если хотите что-нибудь там нравится, ну пусть вот стоит, вот как я взяла, ну пусть стоит, ну вот у меня и стоит. Даже вот, видите, я упаковала еще и не пользуюсь, и вот сколько уже ушло в никуда. Надо пользоваться этими. Там у меня Делина, эксклюзив, Валая, Parfums de Marly фирменные. Тут тоже вот, кстати, тревелы, видите? Но, а вот это вот от Леванты с Рандеву. И они выглядят как тревел-версии. Вот у меня, например, есть тревел-версия. Не могу найти. Ладно, фиг с ней. Ой, хотела показать вам тревел-версию Киллиан. Киллиан, ну где же ты? Отзовись. А, вот, смотрите, вот тревел-версия Киллиан. Вот я ее даже сейчас с трудом нашла здесь, среди отливантов от Рандеву. Вот они прям выглядят идентично. Вот не подумаешь. Вот. Так, все. Вот такая вот у нас, друзья, получилась сегодня расстановка. Знаете, тут есть расстановки там в психологии, в инфо-цыганстве, а у нас вот такие парфюмерные расстановки. Надеюсь, что для вас это как медитация. Но я вот прям как будто помедитировала, вообще отключилась и погрузилась в мир ароматов. Вот. Пока так. Мне кажется, нормально все стоит. Надеюсь, что это окажется удобно. Ну, сюда вот немножко неудобно заглядывать, конечно, но пойдет. Пойдет. Вот этот шкаф, про который я говорила, его вот только на заказ не делать, и чтобы обязательно закрывался, потому что мои котики, они с радостью вот это вот бы все уронили, было бы им весело, и поиграли бы, конечно, вот эти вот Роз бы с удовольствием поиграла вот с этими вот футлярами веселыми. Все, друзья, спасибо, что были со мной, что посмотрели это видео до конца. Обязательно разбирайте свои парфюмерные шкафы. Это очень интересно, увлекательно. Вас ждет много открытий. Все, спасибо. Поставьте палец вверх, подпишитесь на канал. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.